Смотрите на эту точку посреди экрана. Прямо сейчас, пока вы слушаете этот голос, в глубинах космоса существует объект. Он меньше песчинки, меньше булавочной головки. Но внутри него упакована масса, которая больше массы нашего Солнца в миллионы раз. Если бы вы оказались рядом с ним, даже на расстоянии в несколько миллионов километров, ваше тело начало бы меняться. Сначала незаметно, потом все быстрее. Ваши ноги двигались бы к центру быстрее, чем голова. Кости трескались бы, кожа растягивалась. В конце концов, вы превратились бы в тонкую нить из атомов, падающую туда, откуда никто и ничто не возвращалось. Это не научная фантастика. Это не сценарий фильма ужасов. Это реальность, подтвержденная десятилетиями наблюдений, тысячами научных статей и прямыми снимками, которые мы сделали всего несколько лет назад. Это черная дыра. Но сегодня я предлагаю не просто пересказывать энциклопедию. Мы пройдем путь. От того, что мы знаем точно, к тому, где знание кончается и начинается честное «мы не знаем». По дороге будет 7 остановок. Первое. Что вообще такое черная дыра? Без мистики, но без упрощений. Горизонт, сингулярность, радиус Шварцшильда. База, без которой мы никуда не уйдем. Вторая. Какими они бывают? От черной дыры размером с город до монстра, который проглотил бы всю Солнечную систему целиком. Третье. Как мы вообще узнаем о том, что не излучает света? 5 способов увидеть невидимое. От рентгеновских телескопов до сети обсерваторий размером с Землю. Четвертое. Что черные дыры делают с окружающим миром, как они не просто пожирают, а еще и выбрасывают энергию. Джеты, аккреционные диски, процесс Пенроуза. Пятое. Что происходит, когда встречаются две черные дыры? Слияние, гравитационные волны и энергия, которая в момент пика превосходит светимость всех звезд видимой Вселенной вместе взятых. Шестая. Как черные дыры убивают звезды. Приливное разрушение, гамма-всплески, космические катастрофы планетарного масштаба. И седьмая, финальная. То место, где все наши теории ломаются. Информационный парадокс. Излучение Хокинга, которое не спасает, а усложняет картину. Сингулярность как крик о помощи. И вопрос, на который у физики пока нет ответа. Никакой мистики. Никаких параллельных миров или порталов в другие измерения. Только наука, только факты. Только то, что мы знаем, и то, чего мы пока не понимаем. Почему это важно? Потому что черные дыры – единственное место во Вселенной, где сталкиваются общая теория относительности и квантовая механика. Две самые успешные теории в истории человечества. И здесь они говорят друг другу: ты не права. Если мы когда-нибудь поймем, что там на самом деле, мы поймем, как устроена реальность на самом фундаментальном уровне. А пока мы просто смотрим, измеряем, записываем и признаем, что не знаем. Готовы? Тогда начинаем. Начнем с самого простого и самого сложного одновременно. Простое звучит так. Черная дыра – это область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что ничто, даже свет, не может ее покинуть. Это официальное определение, оно есть в каждом учебнике. Но за этими словами скрывается нечто, что человеческий мозг отказывается принимать за реальность. Как они образуются? Представьте звезду. Не наше скромное Солнце, а настоящего монстра. В 20, 30, 50 раз тяжелее. Такая звезда живет быстро и умирает молодо. В ее недрах идут термоядерные реакции, которые производят все более тяжелые элементы. Водород превращается в гелий, гелий – в углерод, углерод – в кислород и так далее, вплоть до железа. А вот железо – это тупик. Чтобы слить ядра железа в более тяжелый элемент, нужно больше энергии, чем вы при этом получите. Реакция останавливается. Давление, которое удерживало звезду от гравитационного коллапса, резко падает, и тогда внешние слои звезды падают внутрь. Они падают со скоростью до четверти скорости света, ударяются о сверхплотное ядро, отскакивают и взрываются. Мы видим это как вспышку сверхновой, которая на короткое время затмевает целую галактику. А ядро звезды продолжает сжиматься, сжимается под собственной тяжестью. Плотность становится невообразимой. Протоны и электроны вдавливаются друг в друга, превращаясь в нейтроны. Если звезда была достаточно массивной, останавливается и нейтронное давление. Дальше только одна дорога. Образуется сингулярность. Точка с нулевым объемом и бесконечной плотностью. Вот здесь важно остановиться и понять, что только что произошло. Когда физики говорят «есть бесконечная плотность»,
Они не описывают реальность. Они признаются в собственном бессилии. Бесконечность в физике – это не ответ. Это крик о помощи. Это математика, которая говорит нам: здесь мои формулы перестали работать. Дальше я ничего не вижу. Реальность, конечно, не порождает бесконечностей. Бесконечность означает только одно: наша теория не полна. Мы упускаем что-то фундаментальное. Вокруг сингулярности существует невидимая граница, горизонт событий. Это не физическая поверхность, это просто расстояние от центра, на котором вторая космическая скорость становится равной скорости света. Проще говоря, чтобы улететь от черной дыры, нужно разогнаться быстрее света. А быстрее света, как мы знаем, нельзя. Поэтому пересечь горизонт событий можно только в одном направлении – внутрь. Но есть один нюанс, который сводит с ума всех, кто впервые сталкивается с теорией относительности. Для внешнего наблюдателя объект, падающий в черную дыру, никогда не достигает горизонта. Он замедляется, краснеет, тускнеет и застывает на границе навечно. Для самого падающего горизонт проходится незаметно. Он просто падает дальше, даже не заметив никакой особой границы. Два наблюдателя видят одно и то же событие по-разному. И оба правы. Потому что вблизи черных дыр нет единого сейчас. Время – штука локальная. Размер горизонта событий определяется только одним параметром – массой. И это удивительно. Если черная дыра не вращается и не заряжена, ее горизонт – идеальная сфера. Ее радиус называется радиусом Шварцшильда в честь немецкого астронома, который нашел первое точное решение уравнений Эйнштейна через несколько месяцев после их публикации. Формула проста. Радиус Шварцшильда равен удвоенной гравитационной постоянной, умноженной на массу и деленной на квадрат скорости света. Что это означает на практике? Для объекта с массой Земли радиус Шварцшильда составляет около 9 мм. Вишневая косточка. Чтобы наша планета стала черной дырой, ее нужно сжать до размера вишни. Для Солнца этот радиус равен 3 километрам. Вся наша звезда – 330 тысяч земных масс. Уместилась бы в сферу диаметром с небольшой город. Но здесь кроется первая трещина в нашем понимании. Когда мы говорим о сингулярности с бесконечной плотностью, мы выходим за пределы применимости общей теории относительности. Внутри горизонта событий наши уравнения просто перестают работать. И это только начало проблем. Давайте ненадолго остановимся и зафиксируем, что мы знаем. Мы знаем, что черные дыры существуют, мы знаем, как они образуются из коллапсирующих звезд, мы знаем, что у них есть горизонт событий, размер которого зависит от массы. Мы знаем, что внутри находится сингулярность, но это слово на самом деле означает «мы не знаем, что там». А теперь переходим к следующему вопросу. Если черные дыры бывают разной массы, насколько разной? И есть ли предел? Черные дыры бывают не только звездными. Их размеры варьируются в масштабах, которые трудно вообразить. Давайте разложим их по полочкам. Звездные черные дыры – те, что образуются при коллапсе массивных звезд. Их массы от примерно 5 до нескольких десятков солнечных масс. Горизонт событий – километры или десятки километров. Самая массивная из известных звездных черных дыр в нашей галактике называется Лебедь X1. Ее масса – около 21 солнечной массы. Горизонт событий – сфера диаметром примерно 120 километров. Это меньше, чем расстояние от Москвы до Калуги. На другом конце спектра – сверхмассивные черные дыры. Они обитают в центрах галактик. Их массы измеряются миллионами и миллиардами солнечных масс. В центре нашей галактики Млечного Пути скрывается черная дыра под названием Стрелец-А. Ее масса – около 4 миллионов Солнц. Горизонт событий – сфера диаметром примерно 24 миллиона километров. Это меньше, чем орбита Меркурия, но все равно колоссальная величина по человеческим меркам. В центре галактики М87, которая находится в скоплении Девы на расстоянии около 55 миллионов световых лет от нас, расположен монстр массой в 6,5 миллиардов солнечных масс. Именно этот объект был запечатлен на первом в истории прямом изображении черной дыры, опубликованном в апреле 2019 года. Его горизонт событий – сфера диаметром около 38 миллиардов километров. Это больше, чем вся орбита Плутона. Внутри этой черной дыры поместилась бы вся наша Солнечная система с огромным запасом. Но есть и еще более экстремальные случаи. Квазартон 618, расположенный на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от нас, содержит черную дыру с оценочной массой в 66 миллиардов солнечных масс.
Ее горизонт событий протянулся бы почти на 400 миллиардов километров. Это в 27 раз больше расстояния от Солнца до Нептуна. Если бы эта черная дыра оказалась на месте Солнца, ее горизонт поглотил бы не только все планеты, но и объекты пояса Койпера, и добрался бы до внутренних областей облака Оорта. Между звездными и сверхмассивными черными дырами существует загадочная категория – промежуточные черные дыры. Их массы теоретически должны составлять от сотен до сотен тысяч солнечных масс. Но обнаружить их оказалось крайне сложно. До недавнего времени астрономы имели лишь косвенные указания на их существование. Первое убедительное обнаружение произошло в сентябре 2020 года. Детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зафиксировали слияние двух черных дыр с массами около 85 и 66 солнечных масс. Результатом стала черная дыра массой в 142 солнечные массы, первый подтвержденный объект в промежуточном диапазоне. Но само это наблюдение породило новые загадки. Согласно современным моделям звездной эволюции, звезды с массами от примерно 65 до 120 солнечных масс не могут формировать черные дыры напрямую. Этот промежуток называется разрывом масс. Слишком массивные звезды становятся нестабильными. Они полностью разрушаются в термоядерных взрывах, не оставляя после себя ни нейтронной звезды, ни черной дыры. Однако слияние, зафиксированное в 2020 году, произошло именно в этом запретном диапазоне. Это означает одно из двух. Либо наши модели звездной эволюции не полны, либо эти черные дыры сами были продуктами предыдущих слияний. Возможно, в центрах плотных звездных скоплений черные дыры сливаются неоднократно, набирая массу с каждым поколением. Помимо классификации по массе, черные дыры различаются по еще одному критическому параметру – вращению. Простейшее решение Шварцшильда описывает невращающуюся сферически симметричную черную дыру. Но реальные черные дыры почти наверняка вращаются. Ведь они формируются из коллапсирующих звезд, которые вращались изначально, и они сохраняют момент импульса. Вращающиеся черные дыры описываются решением Кера, найденным новозеландским математиком Роем Кером в 1963 году. Геометрия вращающейся черной дыры радикально отличается от невращающейся. Вместо единственного горизонта событий появляются два – внешний и внутренний. Сингулярность перестает быть точкой и превращается в кольцо. И появляется совершенно новая область – эргосфера. Эргосфера – это зона вокруг черной дыры, где пространство-время само вращается с такой скоростью, что ничто не может оставаться неподвижным относительно далеких звезд. Внутри эргосферы вы обречены вращаться вместе с черной дырой, даже если будете лететь на максимальной скорости в противоположном направлении. Но вы все еще можете покинуть эту область. Горизонт событий лежит глубже. Эргосфера – это зона принудительного вращения, но еще не точка невозврата. Этот эффект называется увлечением инерциальных систем отсчета. Он был предсказан еще в 1918 году. Вращающаяся масса буквально закручивает пространство-время вокруг себя, подобно тому, как вращающаяся ложка закручивает мед в банке. Этот эффект был измерен даже у Земли. Чрезвычайно слабый, но реальный. Спутник Gravity Probe B подтвердил его в 2011 году с точностью лучше 1%. Но в окрестностях черных дыр эффект становится экстремальным. И он открывает удивительную возможность извлечения энергии из вращающейся черной дыры. Мы вернемся к этому в 4 главе. А сейчас давайте зададим другой вопрос. Если черные дыры не излучают света, как мы вообще узнали, что они существуют? У астрономов есть 5 основных методов обнаружения черных дыр, и каждый из них – маленькая история победы человеческой изобретательности над, казалось бы, непреодолимыми ограничениями. Первый метод наблюдения за аккреционными дисками. Когда газ, пыль или вещество звезды падает в черную дыру, оно не погружается напрямую. Оно закручивается вокруг нее, формируя плоский диск из раскаленного вещества. Внутренние области диска движутся быстрее внешних. Возникает трение, газ нагревается до миллионов и миллиардов градусов и начинает излучать. Сначала в видимом свете, затем в ультрафиолете, затем в рентгеновских лучах. Это излучение мы и фиксируем. Рентгеновские телескопы видят десятки и сотни черных дыр в нашей галактике по характерному спектру их аккреционных дисков. Первый такой объект – Лебедь X1 – был идентифицирован как кандидат в черные дыры еще в начале 70-х годов прошлого века. Второй метод – наблюдение за движением звезд. В центре нашей галактики астрономы на протяжении десятилетий отслеживали орбиты звезд вокруг невидимого объекта. Одна из них, звезда S2, совершает полный оборот за 16 лет.
Приближаясь к центру на расстояние всего 17 световых часов, она разгоняется до скорости около 2,5% скорости света. 7,5 тысяч километров в секунду. Только черная дыра с массой в 4 миллиона Солнц может обеспечить такое гравитационное ускорение. Никакой другой известный объект не способен удержать звезду на такой тесной и быстрой орбите, оставаясь при этом невидимым. Третий метод – гравитационное линзирование. Черная дыра искривляет пространство вокруг себя, лучи света от далеких объектов, проходя мимо, изгибаются. Фоновые звезды и галактики искажаются, множатся, образуют кольца и дуги. По характеру этих искажений можно восстановить массу и положение невидимого линзирующего объекта. Иногда астрономы видят, как яркость далекой звезды ненадолго увеличивается. Эта черная дыра-странник прошла по лучу зрения и сработала как увеличительное стекло. Четвертый метод – гравитационные волны. Когда две черные дыры сливаются, они порождают рябь в ткани пространства-времени, которая распространяется со скоростью света. Эти волны ничтожны. Когда они достигают Земли, они сжимают и растягивают пространство на величину меньше диаметра атомного ядра на расстоянии в несколько километров. Но детекторы Лига и Вирго способны их улавливать. С момента первого обнаружения в сентябре 2015 года было зафиксировано уже более 90 событий слияния компактных объектов, черных дыр и нейтронных звезд. И пятый метод – прямое наблюдение тени. Именно так было получено знаменитое изображение черной дыры в центре галактики М87. Телескоп горизонта событий – это сеть из 8 радиообсерваторий на разных континентах, работающих как единый инструмент размером с Землю. Он сумел разрешить темный силуэт горизонта событий на фоне светящегося аккреционного диска – оранжевое кольцо с темным центром. Это изображение обошло все новостные издания мира. Оно стало первым прямым доказательством существования горизонта событий. Но вот что важно. При всей мощи наших методов, при всех подтвержденных наблюдениях мы до сих пор не заглядывали внутрь горизонта событий. Все, что мы видим, это воздействие черной дыры на окружающий мир. Сама черная дыра остается невидимой. И в этом, пожалуй, главная ирония. Мы уверены, что они существуют, потому что видим, как они влияют на звезды, газ и само пространство-время. Но мы никогда не увидим саму черную дыру, только ее тень. Теперь, когда мы знаем, что это такое и как мы это обнаружили, возникает следующий вопрос. А что черные дыры делают? Просто сидят на месте и ждут? Или они активно влияют на окружающую Вселенную? Мы привыкли думать о черных дырах как о космических пылесосах. Пассивных, безжалостных, вечно голодных – это не совсем верно. Черные дыры – это двигатели. Самые эффективные двигатели во Вселенной. Как они работают? Вернемся к аккреционному диску. Газ, падающий на черную дыру, не просто нагревается от трения, он отдает гравитационную энергию. И эффективность этого процесса поражает. Когда материя падает на черную дыру, она может излучить до 40% своей массы в виде энергии. По формуле Эйнштейна, энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Для сравнения, термоядерный синтез в ядре Солнца преобразует в энергию лишь около 0,7% массы участвующего водорода. Аккреция на черную дыру примерно в 60 раз эффективнее. Уступает этот механизм только полной аннигиляции материи и антиматерии, где эффективность достигает 100%. Но антиматерии в космосе почти нет, а аккреционные диски повсюду. Теперь добавим вращение. Вращающаяся черная дыра не просто притягивает вещество. Она закручивает пространство-время вокруг себя. И это открывает возможность, которую в 1969 году предложил физик Роджер Пенроуз. Представьте, что вы залетаете в эргосферу, ту самую зону принудительного вращения. И там распадаетесь на две части. Одна часть падает в черную дыру по траектории, которая уменьшает ее вращение. Другая часть вылетает наружу. И вот что удивительно. Вылетевшая часть будет обладать энергией, превышающей энергию исходного объекта. Откуда взялась дополнительная энергия? Из вращения черной дыры. Она немного замедлилась и отдала часть своей энергии вам. Теоретически, из вращающейся черной дыры можно извлечь до 29% ее массы в форме энергии. Для сверхмассивной черной дыры это колоссальная величина, эквивалент полной аннигиляции миллионов или миллиардов солнечных масс. Процесс Пенроуза, вероятно, играет важную роль в механизме работы квазаров, ярчайших объектов во Вселенной, чья светимость может превышать светимость целой галактики.
Но есть и еще один механизм выброса энергии – джеты. Джеты – это узкие струи плазмы, разогнанные до скоростей, близких к скорости света. Они вырываются из полюсов аккреционного диска и могут простираться на миллионы световых лет. Механизм формирования джетов до конца не понят, но считается, что ключевую роль играют магнитные поля, закрученные вращающимся аккреционным диском и самой черной дырой. Энергия вращения преобразуется в кинетическую энергию выбрасываемого вещества. Галактика Центавр-А, расположенная на расстоянии около 12 миллионов световых лет, демонстрирует одни из самых впечатляющих джетов в близкой Вселенной. Ее центральная черная дыра массой около 55 миллионов солнечных масс выбрасывает струи плазмы, протянувшиеся на расстояние более миллиона световых лет по обе стороны от галактики. Если бы мы могли видеть радиоизлучение собственными глазами, Центавр-А занимала бы на небе область размером в 18 полных лун. И здесь мы подходим к осознанию, которое меняет многое. Энергия, выброшенная черными дырами, не просто рассеивается в пустоте. Она воздействует на окружающие галактики. Излучение ионизирует газ, не давая ему остыть и сформировать новые звезды. Джеты выталкивают материю за пределы галактик, лишая их топлива для будущего звездообразования. Этот процесс называется обратной связью от активного галактического ядра, и он считается одним из ключевых факторов, определяющих эволюцию галактик. Наблюдения показывают удивительную корреляцию. Масса центральной черной дыры в галактике пропорциональна массе центрального сфероидального скопления старых звезд. Отношение составляет примерно 1/200. Как объекты, разделенные масштабами в тысячи и миллионы раз, знают друг о друге? Ответ – через обратную связь. Черная дыра регулирует рост галактики, а галактика питает черную дыру. Они растут вместе, связанные невидимыми узами энергии и материи, но эта регулирующая роль имеет и темную сторону. Слишком активная черная дыра способна задушить свою галактику. Если выброс энергии слишком интенсивен, весь газ выметается прочь. Звездообразование прекращается навсегда. Галактика становится красной и мертвой, скоплением стареющих звезд без надежды на обновление. Астрономы называют такие галактики погашенными. Они преобладают в плотных скоплениях, где столкновения и взаимодействия активируют центральные черные дыры, запуская механизм самоуничтожения. Наша галактика, Млечный Путь, находится в более спокойном окружении. Ее центральная черная дыра дремлет. Звездообразование продолжается, хотя и с замедляющейся скоростью. Но что произойдет, когда наша галактика столкнется с соседкой? Когда две сверхмассивные черные дыры встретятся? 14 сентября 2015 года в 9 часов 50 минут и 45 секунд по всемирному времени произошло событие, которого физики ждали 100 лет. Два детектора гравитационных волн LIGO, один в Луизиане, другой в штате Вашингтон, одновременно зафиксировали колебания пространства-времени. Сигнал длился всего 0,2 доли секунды. За это время частота колебаний выросла от 35 до 150 Гц. Звук, похожий на чириканье, если бы мы могли его услышать. Этот звук был эхом столкновения двух черных дыр, произошедшего 1 миллиард 300 миллионов лет назад. Две черные дыры массами примерно в 36 и 29 солнечных масс кружились друг вокруг друга в смертельном танце. С каждым оборотом они теряли энергию на излучение гравитационных волн и сближались. Орбитальный период сокращался, скорость нарастала. В последние доли секунды перед слиянием они достигли скорости более 60% скорости света – 180 тысяч километров в секунду. А потом они столкнулись. Два горизонта событий соприкоснулись и слились в один. Деформированное пространство-время содрогнулось в конвульсиях, излучая последний мощный всплеск гравитационных волн. Итоговая черная дыра массой в 62 солнечные массы успокоилась, приняв идеальную форму решения Кёра. Стоп. 36 плюс 29 – это 65. Не 62. Куда делись три солнечные массы? Они превратились в энергию. В чистую энергию гравитационных волн, разошедшихся по Вселенной во всех направлениях. Три солнечные массы – это примерно 6 миллионов триллионов килограммов. По формуле Эйнштейна это эквивалентная энергия около 5 умножить на 10 в 47 степени джоулей. Чтобы осознать эту величину, нужны сравнения. Вся энергия, произведенная человечеством за всю его историю, от первого костра до термоядерных бомб и электростанций, составляет примерно 10 в 21 степени джоулей. Энергия одного слияния превосходит ее в 500 миллионов триллионов раз. Вот еще одно сравнение.
В момент пиковой интенсивности излучения, в последние миллисекунды перед слиянием, мощность этого события превысила суммарную светимость всех звезд наблюдаемой Вселенной, все галактики, все сотни миллиардов триллионов звезд. Вместе взятые они излучали меньше энергии в секунду, чем два сливающихся черных шара диаметром в несколько сотен километров. Это было самое энергетичное событие, когда-либо зафиксированное человеческими приборами. С тех пор детекторы Лига и Вирга зарегистрировали более 90 подтвержденных событий слияния. Черные дыры с нейтронными звездами, нейтронные звезды друг с другом, черные дыры с черными дырами самых разных масс. Каждое слияние – катаклизм, превосходящий воображение. И все они происходят где-то во Вселенной постоянно. По оценкам астрономов, в наблюдаемой Вселенной пара черных дыр сливается примерно раз в несколько минут. Вселенная содрогается непрерывно. Ткань пространства-времени рябит и колышется от бесконечных столкновений невидимых монстров. Мы просто не замечаем этого, потому что к тому времени, когда волны достигают Земли, их амплитуда ничтожна, меньше диаметра атомного ядра на расстоянии в несколько километров. Но слияние звездных черных дыр – это цветочки. Настоящие чудовища сверхмассивные черные дыры тоже сливаются. И когда это происходит, масштабы катастрофы выходят за пределы всякого понимания. В центрах большинства крупных галактик скрываются сверхмассивные черные дыры. Когда галактики сталкиваются, а это происходит регулярно на протяжении космической истории, их центральные черные дыры неизбежно сближаются. Сначала они тонут к центру объединенной галактики под действием динамического трения, взаимодействия с окружающими звездами. Этот процесс занимает сотни миллионов лет. Когда расстояние между черными дырами сокращается до нескольких парсеков, примерно до 10 световых лет, начинается следующая фаза. Двойная система выбрасывает звезды, проходящие слишком близко, отдавая им часть своей орбитальной энергии. Расстояние между черными дырами продолжает сокращаться, но здесь возникает проблема. Когда двойная система исчерпывает звезды в своей окрестности, выбрасывает все, что было достаточно близко, она застревает. Это называется проблемой финального парсека. На расстояниях около 1 парсека сближение резко замедляется. Гравитационное излучение на таких масштабах еще слишком слабо, чтобы эффективно отводить энергию. Звезд поблизости не осталось. Двойная черная дыра может зависнуть в этом состоянии на миллиарды лет. Но мы знаем, что слияние все же происходит. Иначе сверхмассивные черные дыры не достигли бы наблюдаемых масс. Значит, существуют механизмы, преодолевающие барьер финального парсека. Возможно, в реальных галактиках орбиты звезд достаточно хаотичны, чтобы непрерывно поставлять новые жертвы. Возможно, газ играет роль, создавая дополнительное трение. В июне 2023 года несколько независимых научных коллабораций объявили о первых свидетельствах существования гравитационного фона. Это постоянный гул гравитационных волн от множества сливающихся сверхмассивных черных дыр по всей Вселенной. Это как слышать отдаленный рокот прибоя, не различая отдельных волн. Вселенная наполнена этим рокотом. Пространство-время дрожит повсюду и всегда. Мы просто только-только научились это замечать. А теперь представьте себе слияние, которое произойдет в будущем нашей галактики. Через примерно 4,5 миллиарда лет Млечный Путь и галактика Андромеды столкнутся. Это не будет мгновенная катастрофа. Галактики будут проходить сквозь друг друга, переплетаться, расходиться и снова сближаться на протяжении миллиардов лет. Но в конечном итоге они сольются в единую систему. И две центральные черные дыры, Стрелец А звездочка и ее андромедианский аналог, начнут спиральный танец. Они будут неуклонно сближаться, пока не сольются в единого монстра массой в сотни миллионов солнечных масс. Этот процесс будет сопровождаться колоссальным выбросом гравитационных волн, возможно, одним из самых мощных событий в локальной группе галактик за всю ее историю. Но никого из людей уже не будет, чтобы это зафиксировать. Солнце к тому времени превратится в белого карлика. Земля, если еще будет существовать, станет мертвым промерзшим шаром. Но пока что черные дыры не только сливаются друг с другом. Они также уничтожают звезды, которые подходят слишком близко. И это зрелище одно из самых драматичных во Вселенной. Представьте звезду, подобную нашему Солнцу, блуждающую в центральных областях далекой галактики. Гравитационные возмущения от других звезд постепенно меняют ее орбиту. И однажды эта орбита оказывается слишком близко к центральной сверхмассивной черной дыре.
По мере приближения звезды к горизонту событий происходит нечто странное. Разница в гравитационном притяжении между ближайшей к черной дыре стороной звезды и дальней стороной нарастает. Эта разница называется приливной силой. На Земле приливные силы от Луны поднимают океаны на несколько метров. Вблизи черной дыры приливные силы способны разорвать звезду на части. Расстояние, на котором приливные силы превышают собственную гравитацию звезды, удерживающую ее в целости, называется радиусом приливного разрушения. Для звезды солнечного типа вблизи черной дыры массой в миллион солнечных масс этот радиус составляет около 50 миллионов километров, примерно треть расстояния от Земли до Солнца. Когда звезда пересекает эту границу, начинается ее гибель. Процесс занимает всего несколько часов. Сначала звезда вытягивается вдоль линии, соединяющей ее с черной дырой. Сфера превращается в эллипсоид, эллипсоид – в сигару. Сигары в тонкую нить раскаленной плазмы. Этот процесс официально называется спагеттификацией, и это не шутка. Это научный термин. Он прижился именно потому, что точно описывает, что происходит. Звезда превращается в спагеттини. Примерно половина массы звезды обретает достаточную скорость, чтобы покинуть окрестности черной дыры и улететь в межгалактическое пространство. Другая половина остается гравитационно связанной и начинает падать обратно. Этот возвращающийся материал сталкивается сам со собой, образует аккреционный диск и постепенно поглощается черной дырой. В этот момент происходит вспышка. Яркость черной дыры, до того невидимой, возрастает в миллиарды раз. Она может превзойти светимость всей галактики, в центре которой находится. Вспышка длится месяцы и годы, постепенно затухая по мере того, как черная дыра переваривает остатки своей жертвы. Первое достоверно идентифицированное событие приливного разрушения было обнаружено в 1999 году рентгеновским телескопом «Розат». С тех пор астрономы зафиксировали десятки подобных событий. Современные обзорные телескопы открывают новые случаи приливного разрушения каждый месяц. В октябре 2019 года был зафиксирован особенно близкий случай. Событие в галактике, расположенной всего в 215 миллионах световых лет от нас. Благодаря близости астрономы смогли проследить весь процесс в беспрецедентных деталях. Спектроскопические наблюдения показали, как вещество разрушенной звезды сначала расширялось со скоростью около 10 тысяч километров в секунду, затем начало падать обратно и формировать диск. Масса звезды жертвы составила примерно 1 солнечную массу. Масса центральной черной дыры – около миллиона солнечных масс. Еще более драматичный случай произошел в ноябре 2022 года. Событие, обнаруженное автоматическими телескопами, оказалось не просто приливным разрушением, а сопровождалось формированием мощного релятивистского джета, направленного почти точно в сторону Земли. Галактика-хозяин расположена на расстоянии около 8,5 миллиардов световых лет, более половины радиуса наблюдаемой Вселенной. Несмотря на колоссальное расстояние, вспышка была ярче большинства гамма-всплесков. А теперь поговорим о гамма-всплесках подробнее. Это самые мощные электромагнитные взрывы во Вселенной. Долгие гамма-всплески, длящиеся более 2 секунд, связаны с коллапсом массивных вращающихся звезд и формированием черных дыр. В момент коллапса джет из новорожденной черной дыры пробивает оболочку умирающей звезды и выстреливает в космос узким пучком гамма-излучения. Если этот пучок направлен в сторону Земли, мы видим гамма-всплеск. Кратковременную вспышку жесткого излучения, превосходящую по яркости всю остальную гамма-вселенную. Типичный гамма-всплеск высвобождает за секунды больше энергии, чем Солнце за все время своего существования – за 10 миллиардов лет. 9 октября 2022 года космические телескопы зафиксировали гамма-всплеск G-RB2210009A. Ярчайший за всю историю наблюдений. Его источник находился на расстоянии около 2 миллиардов 400 миллионов световых лет. Поток гамма-излучения был настолько интенсивным, что вызвал заметные возмущения в ионосфере Земли на дневной стороне планеты. Астрономы подсчитали, что такой яркий всплеск происходит в наблюдаемой Вселенной примерно раз в 10 тысяч лет. GRB2210009A получил неформальное название BOAT – Brightest of All Time – ярчайший за все время. А теперь представьте, что подобный гамма-всплеск произошел не в 2 миллиардах световых лет, а в нескольких тысячах в нашей галактике. Узкий пучок гамма-излучения, направленный на Землю с расстояния нескольких тысяч световых лет, произвел бы катастрофу планетарного масштаба.
Высокоэнергетические фотоны разрушили бы озоновый слой атмосферы на годы, возможно, на десятилетия. Ультрафиолетовое излучение Солнца, больше не задерживаемое озоном, стерилизовало бы поверхность планеты. Фитопланктон в океанах погиб бы, разрушив основание пищевой цепи. Наземная растительность получила бы смертельные дозы ультрафиолета. Вероятность такого события в ближайший миллион лет составляет меньше 1%. Мы в безопасности. Но вот что любопытно. Некоторые палеонтологи связывают ордовикско-силурийское массовое вымирание, второе по масштабу в истории Земли, произошедшее 445 миллионов лет назад, именно с близким гамма-всплеском. В то время вымерло около 85% морских видов. Если гипотеза верна, то черная дыра уже убивала большую часть жизни на нашей планете. Задолго до появления динозавров. Но довольно о разрушении. Мы подошли к самому главному. К тому моменту, ради которого мы начали это путешествие. Мы знаем, что такое черные дыры. Знаем, какими они бывают. Знаем, как их обнаруживать. Знаем, что они делают со звездами и галактиками. Но есть одна область, где все наши знания заканчиваются. Где физики разводят руками и честно говорят: дальше мы не знаем. Это внутренность черной дыры. И парадоксы, которые она порождает. Мы откладывали этот разговор на 40 минут. Теперь он неизбежен. Помните, в первой главе я сказал, что сингулярность – это не физический объект, а признак того, что наши уравнения сломались. Так вот, это только вершина айсберга. Проблема номер 1 – информационный парадокс. Один из самых глубоких принципов квантовой механики гласит: информация не может быть уничтожена. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Если вы бросите книгу в огонь, информация, содержащаяся в ней, не исчезнет. Она просто преобразуется в излучение, в частицы дыма, в тепловую энергию. Теоретически, обладая достаточно мощным компьютером, вы могли бы восстановить каждую букву сгоревшей книги по этим хаотичным следам. Это не метафора. Это фундаментальный закон физики. Теперь представьте, что эта книга падает в черную дыру. Согласно классической теории, она пересекает горизонт событий и навсегда исчезает из нашей Вселенной. Информация уничтожена. Но квантовая механика говорит, что это невозможно. Возникает парадокс. И этот парадокс не просто философская головоломка. Если информация действительно уничтожается в черных дырах, то вся квантовая механика неверна. А если она сохраняется, где она хранится? Как она может существовать за пределами горизонта событий, откуда ничто не может выйти? Стивен Хокинг потратил десятилетия, пытаясь разрешить этот парадокс. В 1974 году он сделал открытие, которое потрясло научный мир. Используя квантовую теорию поля, Хокинг показал: черные дыры должны излучать. Медленно, невероятно слабо, но неуклонно. Они испускают частицы и теряют массу. Это явление назвали излучением Хокинга. Казалось бы, проблема решена. Информация выходит наружу вместе с излучением. Но нет. Хокинг доказал, что это излучение термическое. Хаотичное. Случайное. Оно не несет никакой информации о том, что упало в черную дыру. Две одинаковые по массе черные дыры будут излучать абсолютно одинаково. Неважно, поглотили они библиотеку или пустоту. Информация действительно теряется. Парадокс не только не исчез, он стал еще глубже. С тех пор физики предложили множество идей. Голографический принцип, стену огня. Квантовая запутанность на горизонте событий. Но ни одна из этих идей не получила экспериментального подтверждения. И ни одна не стала общепринятой. Проблема номер 2. Несовместимость теорий. Общая теория относительности блестяще описывает гравитацию на больших масштабах. Движение планет. Искривление света вокруг звезд. Расширение Вселенной. Квантовая механика блестяще описывает мир малого. Атомы. Субатомные частицы. Взаимодействие на микроскопических расстояниях. Обе теории проверены бесчисленными экспериментами. Обе невероятно точны в своих областях. И обе абсолютно несовместимы друг с другом. Черные дыры – это единственное место в природе, где эти два мира сталкиваются лицом к лицу. Огромная масса, требующая общей теории относительности, сжата до квантовых масштабов, где должна работать квантовая механика. Когда мы пытаемся применить обе теории одновременно, мы получаем не ответы, а бесконечности и парадоксы.
Создать теорию квантовой гравитации, единую теорию, которая описывала бы сингулярности без бесконечности и разрешила бы информационный парадокс – это величайшая нерешенная задача теоретической физики. Над ней бьются лучшие умы уже больше полувека. Теория струн. Петлевая квантовая гравитация, причинная динамическая триангуляция, десятки подходов, тысячи статей, сотни миллионов долларов. И пока прогресса почти нет. Мы не знаем, что происходит внутри горизонта событий. Все наши теории описывают только то, что может наблюдать внешний наблюдатель. Внутренняя структура черной дыры, если это понятие вообще имеет смысл, остается за пределами досягаемости. Мы не знаем, что такое сингулярность на самом деле. Бесконечная плотность – это математическая абстракция, признак несовершенства теории. Реальная физика сингулярности скрыта от нас за горизонтом событий и за пределами применимости наших уравнений. Мы не знаем, как сверхмассивные черные дыры набрали свою массу так быстро. Самые далекие квазары наблюдаются в эпоху, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Но в их центрах уже скрывались черные дыры массой в миллиарды солнечных масс. Стандартные модели роста через аккрецию не могут объяснить такую скорость. Мы не знаем, существуют ли первичные черные дыры. Микроскопические объекты, которые могли образоваться в первые мгновения после Большого взрыва. Некоторые теории предсказывают их существование, и они могли бы составлять часть темной материи, но пока ни одна первичная черная дыра не была обнаружена. И вот теперь самое странное. Давайте заглянем в далекое будущее. По мере того, как Вселенная расширяется, галактики отдаляются друг от друга все быстрее. Через сотни миллиардов лет наша локальная группа Млечный Путь, Андромеда и их спутники останется одинокой. Все остальные галактики унесет за космологический горизонт. Небо опустеет. Звезды продолжат гореть, но не вечно. Через триллион лет последние красные карлики исчерпают свой водород и погаснут. Вселенная погрузится во тьму. Останутся лишь мертвые остатки, белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Через 10 в 37 степени лет, число с 37 нулями, даже протоны могут распасться, если верны некоторые теории. Белые карлики и нейтронные звезды растают, превратятся в рассеянные облака частиц и будет излучение. Останутся только черные дыры, и здесь вступает в силу излучение Хокинга. Черные дыры испаряются. Медленно. Невероятно медленно. Но неотвратимо. Черная дыра звездной массы испарится за время порядка 10 в 67 степени лет. Сверхмассивная черная дыра за 10 в 100 степени лет. Это число называется Google. Записать его полностью невозможно. Не хватит атомов во Вселенной для чернил. Но и Google лет пройдут. Последняя черная дыра испустит последний квант излучения Хокинга и исчезнет. Что останется после этого? Согласно нашим лучшим теориям, ничего. Вселенная достигнет состояния тепловой смерти. Однородное, разреженное, холодное пространство, в котором ничего не происходит. Навечно. Это судьба, предсказываемая физикой. Не огонь, а лед. Не взрыв, а угасание. Но мы не знаем наверняка. Наши теории не полны. Квантовая гравитация, та, которой у нас еще нет, может изменить картину. Возможно, сингулярности внутри черных дыр скрывают проходы в другие вселенные. Возможно, информация, поглощенная черными дырами, каким-то образом возрождается после их испарения. Возможно, мы вообще неправильно задаем вопросы. Черные дыры – это не объекты для изучения. Это зеркала, отражающие границы нашего знания. Каждый ответ порождает новые вопросы. Каждое открытие обнажает новые тайны. Мы знаем о них больше, чем когда-либо прежде, и одновременно осознаем, что не понимаем почти ничего. Мы начали это путешествие с точки посреди экрана, с объекта меньше песчинки, внутри которого упакована масса в миллионы солнц. Мы прошли путь от горизонта событий до сингулярности, от звездных дыр размером с город до монстров, проглотивших бы всю Солнечную систему, от первых рентгеновских наблюдений до гравитационных волн и телескопа размером с Землю. Мы увидели, как черные дыры не просто пожирают, а становятся самыми эффективными двигателями во Вселенной. Как они сливаются, сотрясая пространство-время. Как они разрывают звезды на части и убивают целые экосистемы гамма-всплесками. И, наконец, мы уперлись в стену. Туда, где физика говорит «стоп». Где наши теории ломаются. Где мы честно признаем «мы не знаем». За окном ночь. Где-то там, среди звезд, есть черные дыры. Они не имеют к нам никакого дела. Они занимаются своей космической работой, поглощают, излучают, сливаются, испаряются.
Они были здесь задолго до нас и останутся здесь задолго после того, как нас не станет. Но сейчас, в эту секунду, мы с вами знаем о них чуть больше, чем знали 40 минут назад. Мы видели их тени. Мы слышали их гравитационные волны. Мы проследили их эволюцию от рождения до тепловой смерти Вселенной. И мы не отступили. Мы – существа саванны, созданные для охоты на антилоп и сбора плодов. Но мы построили машины, которые слышат дрожь пространства-времени. Мы увидели невидимое. Мы описали непостижимое. Это не значит, что мы все поняли. Это значит, что мы способны понять больше, чем нам положено по праву рождения. Шаг за шагом. Открытие за открытием. Черные дыры – это не конец познания. Это его граница. Линия горизонта, за которой скрывается неведомое. И как всякий горизонт, она отступает по мере того, как мы к ней приближаемся. Вселенная ждет. А мы продолжим смотреть, спрашивать и пытаться понять. Потому что это и есть наш удел. Хрупкие, смертные, мы осмеливаемся спрашивать о вечном. И пока мы способны удивляться, мы живы. По-настоящему живы. Спасибо, что прошли этот путь.